Вы думаете, что это за джедайский меч? Привет, мальчики и девочки! Ну что, мы снова мчим по просторам Ростовской области. Со мной Андрей, как обычно, участник наших экспедиций. И это второй выпуск, посвященный отдельным видам птиц. Мы едем снимать золотистую щурку. Почему я выбрал именно эту птицу? Ну, этому есть несколько причин. Во-первых, это одна из самых красивых птиц России, по моему мнению. Во-вторых, эту птицу легко довольно найти. В-третьих, ее довольно легко снять. Ну и в-четвертых, не нужно сильно рано вставать. Но мы зачем-то встали. Ну, как говорится, кто рано встает, тому Бог дает. А поэтому я надеюсь, этот выпуск порадует вас кадрами этой замечательной птицы. Поехали! Собственно, мы на месте, в степной балке, здесь каскад обрывов, и это именно то, что нам нужно. Щурки образуют свою колонию, роя норы на отвесных стенах, иногда до 100 особей в одной колонии. Птицы это, в общем-то, не очень пугливая, поэтому мы сейчас их немножко распугаем, поставим скрадок, но, думаю, уже в самом ближайшем времени получим первые кадры. Для тех, кто хочет сам найти щурок, переведем короткую инструкцию. Открываете онлайн-карты в формате спутникового снимка и ищите там обрывы. Если щурки в вашем регионе водятся, то почти наверняка вы найдете их там. Однако на нас наш собственный метод не сработал. На стенах обрывов не было нор, а в воздухе не разливалось характерное пение. Мы поняли, в чем дело, когда увидели у соседнего поля несколько пасек. Щурки охотно питаются пчелами и могут запросто помножить на 0 обитателей ульев, но пасечники обычно опережают их и множат на 0 самих щурок. Друзья, пока бродили по степи, обнаружили интересную находку. Посмотрите. Аккуратно попытаюсь ее достать. Ай, она порвалась. Это выползень желтобрюхого полоза. Посмотрите, он почти с меня ростом, наверное, был. Вот так вот, да, он с меня ростом где-то, плюс еще голова тут была. Это самая крупная змея в нашем краю, достигает до 3 метров, так что это не самый крупный экземпляр, который можно тут встретить. Очень агрессивная, но не ядовитая. Может быть, встретим и живого, кто знает. Это чтобы вы не подумали, что я нашел кусок старого скотча. Искать новые обрывы в этот день у нас уже не оставалось времени. Съемки пришлось отложить до тех пор, пока мы не найдем подходящую колонию. Обед мы пропустили, и время шло к ужину. Но чтобы ужин получился особенным, пришлось остановиться по дороге в одном месте. Давным-давно какой-то умный человек вместо привычных акаций и вязов создал ветрозащитную полосу из абрикосов, которые ко времени нашей истории как раз поспели. Мы прямо с земли собрали фрукты для нашего необычного блюда. Вы когда-нибудь ели вареники с абрикосами? Если нет, то очень советую. Небесное наслаждение. День мы закончили с созерцанием пасторального заката.
Чтобы продолжить сюжет, нужны были дополнительные съемки. Но, к сожалению, ездить за 150 километров не получается каждый раз. И мы решили поискать карьер поближе, где-нибудь к нашему дому. И нашли, в общем-то, недалеко, в получасе езды, отличный заброшенный карьер, где водятся щурки, сизоворонки, удоды. Возможно, мы нашли логово сычей и кое-что еще интересное. Сейчас я вам это все покажу. Вы думаете, что это за джедайский меч у меня? Но это не джедайский меч. Это главный инструмент проктолога, то есть орнитолога. И сейчас я вам покажу, зачем он нужен. На конце этого девайса, если вы видите, светодиодный фонарик, а здесь гибкая часть тонкая, которая позволяет мне заглядывать в норы. И вот, собственно, нора, если вы видите. И сейчас посмотрим, кто в ней. Мы обошли здесь весь карьерчик и нашли очень много нор. К сожалению, до половины из них добраться нельзя, и поэтому мы не можем с уверенностью сказать, в каких именно будут обитать птицы. По-хорошему, стоит поставить здесь пару фотоловушек на несколько дней и определить норы, которые обитаемы, чтобы уже целенаправленно снимать, потому что приходится сидеть по несколько часов, прежде чем птица станет доверять вашему скоротку, и сидеть на нежилой норе — это, конечно, бессмысленная потеря времени. Кроме того, мы нашли еще несколько нор, очевидно, лисьих, но, в принципе, в старых лисьих норах могут жить и енотовидные собаки, бывают барсуки живут. В общем, тоже бы их так хорошо отследить, но они разбросаны по всему карьеру, и также фотоловушка бы здесь здорово помогла. В общем, будем разведывать, исследовать, а сейчас проведем пробную съемку. Так выглядят стены обрывов, возле которых не стоят пасеки. Обрывы являются особыми местами в степи, предоставляя укрытие и дом многим видам. В первую очередь, конечно, щуркам, которые наиболее многочисленны. Но несмотря на их экзотическую внешность, они не единственный эффектный вид, выбравший своим домом отвесные глиняные стены. К нам в Ростовскую область щурки прилетают в конце апреля, начале мая, а улетают примерно в середине сентября. За это время они успевают вырыть себе норы, отложить яйца и вывести потомство. К концу июля птенцы уже похожи на взрослых птиц. Они все чаще высовываются из норы, а их родители все реже прилетают их кормить. Голодный отпрыск будет настойчиво звать, но его папа и мама – железные нервы. В конце концов, именно голод заставит молодую птицу впервые расправить крылья. На этом, правда, родительская опека не заканчивается. Еще какое-то время они будут подкармливать своих чад. Птенцы же, познав радость полета, уже не вернутся в темную тесноту нор.
На дворе конец июля, соответственно, сейчас уже птенцы покидают свои норы, щурки докармливают последних птенцов, и буквально на днях они вылетят, исполнив перед нами свой долг, и полетят исполнять интернациональный долг перед бёрдвотчерами дружеских африканских стран. Ну а мы, собственно, покидаем этот уютный скородок и отправляемся домой монтировать этот выпуск. Но прежде, как обещал, расскажу о находке. Норы, как и ожидалось, оказались лисьими. Мне доводилось снимать лисят, но как-то наскоками. Хотелось это сделать обстоятельно, и для этого были все условия. Но судьба распорядилась иначе. Кто-то решил возобновить разработку заброшенного карьера. Приехал экскаватор и перекопал все вместе с норами лис. Так что съемками лисят займемся в другой раз. Друзья, к сожалению, процесс создания видео довольно трудоемкий, и они выходят не так часто, как, может быть, кому-то хотелось бы. Но если вам интересно следить за моим творчеством ежедневно, можете подписаться на мой канал «Не раз очарованный странник». Ссылка будет в описании ниже. Там я делюсь своими фотографиями, результатами экспедиций, каким-то закулисьем наших съемок. И можно задать мне вопросы касательно техники, мест, животных. Я постараюсь отвечать оперативно, да и вообще вместе веселее. С вами был Яков Асканов. Я прощаюсь на этом. Пока.